Всем привет, ребят, привет всем, братцы. Мы с вами продолжаем проходить игру Heavy Rain. Тяжелый дождь, ну, короче, это словно если... Вообще игра называется Ливень. Вот. Прошлый раз мы брали о том, что вот этот вот типок приехал, короче, на место... Ну, на место убийства, короче, место преступления приехал. Вот, и тут у нас, короче, как называют нашего главного, ну, как, убийцу, что ли, как сказать. Главный злодей, антипод, мастер оригами. Такое странное у него имя, потому что все находят, ну, жертв, собственно, находят жертв, а всех в руках лежит фигурка оригами. Поэтому вас там тоже так и назвал. Время 5 минут 9. Как песня вспомнилась Ивлеева. Это 15 сантиметров. Плюс-минус 15 сантиметров. Походу он шире вот это стал, да? Наркоман, походу наркоман, да. Значит, у нас уже 3 героя. Вот этот чувак, потом жирный детектив и еще один детектив. Вот этот молодой. Так вот, побазарить можно? Нет. Там мистер Снутый. Проход запрещен, сэр. Пожалуйста, отойдите. Агент Норман Джейн, ФБР. Можете предъявить значок, мистер Джейн? Да, конечно. Ладно, проходите. Ладно. Пес. Мне нужен лейтенант Блейн. Он здесь? Да вроде бы приезжал. Он где-то здесь. Спасибо. Он вышел. Запись видеозаписи. Агент 47023 Норман Джейден. Вторник, 4 октября 2011 года. Время 08:14. Это супер очки. Рек. Вот такая миссия. Мне нужен лейтенант Картер Блейн.
Спасибо. Это типа он улетит, да? Ну, типа, не говорит. Пыльца орхидеи. Ее концентрация в воздухе быстро уменьшается из-за дождя, но рядом с телом ее все еще очень много. ОРС-запись. Интереса не представляет, принадлежит одному из полицейских. Это Сташа, я посмотрел. Давай. Не представляет интереса. Ну как ты это понял? Больной ублюдок. А где Блейк это? Погода шепчет, а? Часто тут льет. На дворе осень. Не привыкли к дождям в октябре. Ну да. Да, конечно. Простите, это у вас не кофе? Там в термосе еще осталось. Угощайтесь. Мне нужен лейтенант Блейн. Он здесь? Да вроде бы приезжал. Да где-то здесь. Ладно, а? Когда обнаружили тело? Простите, но... Да кто вы такой? Норман Джеймс, ФБР. Хотите задать вопрос? Обратитесь к лейтенанту Блейку. Геннадий высказал лейтенант. Блейн Пейт. Лейтенант Блейк, агент Норман Джеймс, ФБР. Заходил к вам в участок с утра. Сказали, вы здесь. Если вы любитель сырости, пустырей и трупов, вы явились по адресу. Майк, подойди, скажи этому уроду с бульдозером, чтобы заткнулся на 5 минут. Я тут себя не слышу. Минуту, лейтенант. Ну, вы идете, Джейден? Итак, убийство? Собачник обнаружил тело мальчика примерно около 6 утра. Пока это все, что мы знаем. Но можно не сомневаться, тут поработал мастер оригами. А время смерти известно? Судя по трупному окоченению, меньше 6 часов назад.
Точнее, скажет коронер после осмотра. Где там коронер? Застрял в пробке, лейтенант. Мы ждем больше часа, черт подери. На месте преступления много людей. Вы не боитесь, что затопчут следы? Убийцу не поймать, если сидеть на заднице. Мои ребята мастера своего дела. Не хуже снобов из ФБР. Нет, нет, конечно нет. Я не сомневаюсь. Свидетели есть? Пока нет. Тут пустые. Сомневаюсь, что кто-то мог что-то видеть. Тони, я не желаю, чтобы журналюги сували сюда свои носы. Понятно? Есть, лейтенант? Причина смерти ясна? Никаких следов насилия. Полагаю, захлебнулся. Как остальные. Знаете, я тут малость занят. Может, мы с вами поговорим потом? Зайдите в участок. Конечно, я понимаю. Можно я осмотрюсь? Да, пожалуйста. Эй, Джейден, сообщите мне, если что-то найдете, окей? Мы теперь напарники. Стрёмный ты какой-то. Что за дорога? Ладно, сложно. Ему нельзя. Рельсы. Да, кстати, архитект, вот это. УРС запись. Далее пыльца теряется в высокой траве. Здесь след обрывается. ОРС. И я по шпалам, по шпалам иду. О, Дохлый кот. ФБР не ведет учет котов. Пока. дохлый кот. Нельзя гнать. А куда ж мне? Ребят. Прям по Котофею.
отпечатки подошв рядом со следом пыльцы. Скорее всего, это убийца. Да. Теперь можем, да, идти вперед. УРС-запись. На заборе за железной дорогой найдены следы крови. Результаты анализа крови свидетельствуют о серьезном и длительном истощении. Твою мать. Да. Блин, все это заговнял. Ну что тут дурак нашел? Скорее всего, это убийца. ОРС-запись. Следы шин на обочине за железнодорожными путями. Видимо, машина убийцы. Что здесь делать? Назад идти? Откуда здесь взялась кровь? Труп еще здесь. Тело, наверное, вон там, под брезентом. Тут слишком много народу. Они затопчут все улики на месте преступления. Тело найдено неподалеку от железнодорожных путей. Убийца всегда оставляет тела в таких местах. Возвращаюсь нечасто. Вы остаетесь? Нет, я все сделал. Я тоже еду.
Куда он делся? Сраные очки снял и он ушел. Так, куда он делся? Ничего. Труп посмотрим. УРС-запись. Интереса не представляет, принадлежит одному из полицейских. УРС-запись. Жертва лежит на спине. Явных следов насилия нет. Лицо покрыто грязью, как у других жертв. Маленькая фигурка оригами в правой руке. Вероятно, убийца поместил ее в кулак жертвы уже после смерти. На груди жертвы лежит орхидея. Жертва Джереми Богус. Объявлен в розыск 5 дней назад. Сведения в досье. Поверхностная рана на правом бедре. Кровь идентична той, что на заборе. Полагаю, я уже нашел все, что здесь было. То я раньше немного, да, ушел? Да можешь, чего, ходить быстрее, ну, ё-моё. Какой медленный, блин, капец.
Опять этот доступ к новой награде. Вторник, время час, количество стака 15 миллиметров. Не думайте, Итан. Говорите первое, что придет в голову. Да. Блин. Бабочка. Не топырь. Волк. Волчья морда. Да, что такая клякса, какая лица, клинки. Краб. Краб. Кровь, смерть. 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 Вот результаты вашего МРТ. К счастью, все в норме. Физических повреждений мозга нет. Однако тревожит ваше психическое состояние. Вам сейчас нелегко, но пора вернуться к жизни, Итан. Не вините себя в случившемся. Джейсон погиб из-за меня. Он мог остаться жив, не отвернись я тогда. Случилось несчастье. Такое с каждым может произойти. Поймите, нельзя вечно винить себя в смерти сына. Как там Шон? Очарован, замкнут. Он очень замкнутый мальчик, как говорится, вещь в себе. Он очень доверяет маме, а меня сторонится. А вы сами, Итан, что чувствуете вы? Я умер тогда вместе с Джейсоном. От удара машины. О чем еще вы хотите рассказать, Итан? Нет. Нет. На сегодня все. Продолжим разговор через неделю. А вы счастливчик. Немногим удается выжить в подобных ДТП. Не сказал бы, что я счастливчик, доктор. Время. Количество стака 25 минут. Что сегодня нового в школе? На меня опять наорала училка. Сказала, выгонит, если еще раз опоздаю. Нехорошо получилось, Шон. В следующий раз сделаем вместе. По рукам? Не хочешь пойти и поиграть с друзьями? Мне неохота. Что-то случилось, Шон? Не, все нормально. Да, брат дуба дал, так что отлично. Хочешь перекусить? Пойдет стаканчиком.
Давненько я не сидел на качалке. Что скажешь? Да. Давай, пап, хочу летать. Нет, Ёп, пап, ты твою. не так делаешь. Главное вовремя оттолкнуться. Всё, хорошо. О, поджал пацан нормально. Что будем делать? Покрутимся на вот это. Давай на эту карусель. Спорим, я раскручу тебя так, что ты не удержишься. Ура! А ну иди сюда. Совсем что-то лажа какая-то. Давай, пап, еще быстрее! Быстрей! О, голова кружилась. Тренировка для космонавтов, парень. А ну лошадки, это стрёмный стрём. Хочешь, я тебя покачаю? Сильно-сильно. Давай. А, ну это... Ну, качай же, пап. Давай, пап, выше! Ты что, пап? Что-то я, блин, не пойму эти сраные качели. Давай, пап, выше! Все, чувак. Было классно. А то... По-моему, дождь собирается. Думаю, нам пора идти. Ага. Блядь, чаще второй куда-нибудь денется.
Стой нахрен, Пап, я идиот. вспоминала, как все было. Тогда, когда Джейсон был жив. Иногда мне так хочется, чтобы все стало как раньше. И мне, Шон. И мне. Да, мы идем. Сначала. Пожрать можно у этого чувачка купить. Эй, пап, можно покататься на карусели? Можно? Конечно. Выбирай коня и садись. Я куплю билет. А где? Да? Где купить билет? Один билет. С вас $1. О, пошла жара. Да вообще конченая карусель. Коны катили. О! Блинский, я вообще не успел. А где это? А где малый? Шон! Хрен ма. Шон! 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 Протерял пацана. Ну, блин. Эх, какой же ты невезучий. Невезучий. Отмечайте. Шон! Сакашон. Шон! Ты спишь? Нет? Шон! МК. А не он ли вот эти вот, когда у него флешбеки, ну, в смысле глюки, когда у него провал в памяти, и он ворует детей?
как вариант. Почитался в новой награде. Может же такой быть, что он когда провалы у него вот эти вот в сознании, он тупит и убивает детей. По-любому один из этих героев, или, ну, которых мы видели. Нет, ну жена это бред. Чё по-моему? Нет. А хотя, может, сбили сына и крысилась на всех. Думает, вот у всех дети есть, а у меня что-то такое, у меня нету детей. Ну, в принципе, есть. И же один сын остался. Вот. Ну, типа, все счастливые такие, думает, не бывать этому. И вторник 8 количества осадков 3-4 миллиметра. О, это департамент. А вон тут хрен сидит, да? Ну, тогда, ребят, продолжим мы уже с вами в следующей части. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну и пишите комменты. Все, братцы, всем пока, всем спасибо, удачи, не болейте.